Рад вас видеть, друзья. Представьте ситуацию. Ваш автомобиль перестал нормально ехать. Нажимаете на газ, машина тупит, дергается или просто вяло набирает скорость. Это явные симптомы недостатка топлива. Первым делом вы едете на диагностику. Мастер берет манометр, подключает к рампе, поворачивает ключ, и вы видите уверенные 4 бара, что является нормой. Мастер разводит руками, давление в норме, насос отличный, ищи проблему в катушках, свечах или забитом катализаторе. Вы меняете свечи, моете форсунки, выбиваете катализатор, а машина все так же не едет. Сегодня я покажу вам случай, который поставил бы в тупик многих. Идеальное давление на манометре – это еще не гарантия того, что вашему мотору хватает топлива. Если давление топлива в норме, то дает ли это гарантию того, что с топливным насосом и топливоподачей все в норме? Ответ – нет. И сейчас я вам это наглядно покажу. Я вам скажу сразу, если давление топлива ниже нормы, тогда это явно указывает, что есть проблемы с топливным модулем. А вот если давление топлива в норме, то это не означает, что проблем с топливным модулем нет. Вот пример автомобиля, который приехал ко мне с жалобой на потерю тяги и у которого большие накопленные положительные топливные коррекции и сильная детонация при работе двигателя на бензине. А вот при работе на ГБО таких проблем нет. Замер давления топлива показал идеальное значение – 4 бара. И при прогазовках и нагрузках стрелка манометра практически не отклонялась. В общем, давление топлива в полном порядке. Форсунки также в идеальном состоянии, да и к датчикам системы управления двигателем вопросов нет. Но диагностика все так же косвенно указывает на проблемы с топливоподачей, что проявляется в очень больших накопленных топливных коррекциях. Но чудес не бывает, поэтому идем дальше. Следующим шагом я отключаю топливную магистраль от рампы, включаю насос и сливаю немного бензина из бака. Это необходимо для того, чтобы оценить струю, которую выдает топливный насос. Кстати, как это сделать, подробно показано вот в этом видео. А теперь внимательно посмотрите на эти кадры. Это то, что происходило внутри топливной магистрали автомобиля. Видите эти пузырьки? Слышите, как струя как бы чихает? А на манометре в этот момент нормальные цифры. Но по факту в рампу поступал не бензин, а топливо-воздушная пена. Насос исправен, проводка в идеале, но двигатель задыхается. Почему так происходит? Сейчас все объясню. На самом же деле это не редкая ситуация, и означает она не проблемы с насосом, а проблемы на входе насоса. Простыми словами, забит фильтр на входе, так называемая фильтр-сетка. Забитая сетка бензонасоса, она же фильтр грубой очистки, создает высокое разрежение перед насосом, что резко снижает температуру кипения бензина. Топливо закипает, и насос качает воздушно-бензиновую смесь, вызывая провалы мощности, рывки при разгоне и прочие проблемы. В чем же в данном случае заключается ловушка манометра? Почему он показывает идеальное давление? Потому что манометру по большому счету все равно, что он измеряет – газы или жидкость. Есть давление, да и есть. А что там давит на манометр, мы не видим. Поэтому данный замер иногда очень обманчив и может заставить пойти по неверному следу. Имейте это в виду и слепо не доверяйте показаниям манометра. Это только в теории все просто, а на практике поджидают много сюрпризов. И это только одна из ситуаций. А еще бывают случаи, например, когда неисправен клапан в колбе насоса или имеются трещины на корпусе этой самой колбы. Вследствие чего колба не наполняется бензином должным образом, и насос вместе с бензином захватывает также и воздух, особенно на поворотах. Поэтому запомните самое важное. Манометр замеряет не давление топлива, а давление в топливной магистрали. А что создает это давление, манометру все равно. Он просто показывает давление. Еще раз повторю, не давление топлива, а давление в топливной магистрали. Поэтому давление вроде есть, а нормального топлива в цилиндрах нет. И второй главный вывод. Важно не только давление топлива, но и производительность топливного насоса. В общем, разбираем топливный модуль, смотрим на фильтр-сетку. Она просто в ужасном состоянии, а снаружи видны прямо куски грязи. Поэтому меняем ее на новую. Проверяем струю и видим, что она стала стабильной, равномерной и без воздуха. Вот так простое умение сливать бензин из бака помогает поставить диагноз топливному модулю. И не только это. Данная процедура помогает оценить чистоту топливных магистралей и наличие в них мусора, а также проверить производительность насоса. Но об этом я расскажу в следующем видео.
Если у вас большой пробег, просто поменяйте сетку. Это самый дешевый способ вернуть машине тягу и самое главное, сберечь дорогой бензонасос. Если же будете проверять струю на своем автомобиле, тогда делайте это только при полном баке, ну или хотя бы заполненном больше, чем наполовину. Почему именно так, я расскажу в одном из следующих видео. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить.